10 крупнейших авиакатастроф 21 века и их причины. Несмотря на то, что многие авиапассажиры переживают из-за авиакатастроф, на самом деле они случаются крайне редко. Существует широкий спектр оценок, данных различными источниками, но шансы умереть в качестве пассажира самолета обычно составляют около 1 к 200 тысячам. Тем не менее, авиакатастрофы случаются время от времени, как в частных самолетах, так и в коммерческих авиалайнерах. Тщательный анализ ряда авиакатастроф выявил 5 основных причин, хотя многие аварии вызваны сочетанием факторов. Этими причинами являются человеческая ошибка, механические дефекты, проблемы с погодой, ошибка авиадиспетчера, другого наземного персонала и другие причины. Вот 10 авиакатастроф, которые случились в 21 веке. Катастрофа А-300 в Нью-Йорке. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 12 ноября 2001 года. Авиалайнер Airbus авиакомпании American Airlines совершал плановый рейс по маршруту Нью-Йорк-Санто-Доминго, но через 1 минуту и 46 секунд после взлета попал в спутанный след от другого самолета, вследствие чего произошел отрыв вертикального хвостового стабилизатора. Неуправляемый лайнер рухнул на жилой район Бора-Куинс в Нью-Йорке. В катастрофе погибли 265 человек, все находившиеся на борту самолета. Причинами катастрофы рейса AA-587 стали попадание самолета в спутанный след от японского Boeing 747-400, ошибочные действия второго пилота и высокая чувствительность руля направления лайнера к управляющим действиям педалями. Столкновение над Боденским озером. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 1 июля 2002 года. В небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера столкнулись пассажирский авиалайнер авиакомпании «Башкирские авиалинии», Москва, Барселона и грузовой самолет Boeing 757 авиакомпании DHL Мухаррак, Бергамо, Брюссель. Погибли все находившиеся в обоих самолетах 71 человек, 2 на Boeing 757, оба пилота, и 69 на Ту-154, 9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребенка. В ночь столкновения оборудование, подсказывающее авиадиспетчеру о возникновении опасности сближения самолетов, было отключено для проведения технического обслуживания. Также была отключена телефонная связь, а дублирующая телефонная линия оказалась неисправной. Также по причине отключенной телефонной связи диспетчер из центра Карлсруэ, видевший опасное сближение рейсов 2937 и 611, не смог предупредить об этом Нильсона, хотя 11 раз предпринимал попытку связаться с центром, Скайгид. Катастрофа А-330 в Атлантике. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 1 июня 2009 года. Авиалайнер Airbus авиакомпании Air France выполнял плановый рейс по маршруту Рио-де-Жанейро, Париж, но через 3 часа и 45 минут после взлета рухнул в воды Атлантического океана и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 228 человек, 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Причинами катастрофы в нем указываются обмерзание трубок ПИТа, последующее отключение автопилота и несогласованные действия экипажа, приведшие к сваливанию самолета. А-310 под Марани. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью 30 июня 2009 года. Авиалайнер Airbus авиакомпании Йемения совершал плановый рейс Сана-Марани, но при заходе на посадку в пункте назначения в сложных погодных условиях рухнул в Индийский океан. Из находившихся на его борту 153 человек, 142 пассажира и 11 членов экипажа, выжил только один, 13-летняя пассажирка Байя Бакари. Отчет о расследовании был опубликован 25 июня 2013 года. Согласно отчету, главной причиной катастрофы рейса стали дезориентация и неправильные действия пилотов при заходе на посадку. Boeing 737 в Мангалуре. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 22 мая 2010 года.
Авиалайнер Boeing авиакомпании Air India Express выполнял плановый рейс по маршруту Дубай-Мангалур, но после посадки в пункте назначения выкатился за пределы взлетной полосы аэропорта Мангалур и рухнул во враг. Изначально из находившихся на его борту 166 человек, 160 пассажиров и 6 членов экипажа, выжили 9, но один пассажир умер по дороге в больницу. Главной причиной катастрофы стали ошибочные действия командира экипажа. Несмотря на замечания второго пилота и звучащие сигналы GPWS, он продолжил заход на посадку и предпринял попытку уйти на второй круг уже после приземления на ВПП. Касание ВПП произошло в 1600 метрах от ее начала, и лайнеру не хватило оставшегося расстояния, 848 метров, для нормального торможения. Исследование обломков лайнера показало, что на момент катастрофы руды обоих двигателей находились в положении «полный газ». Уже на пробеге самолета по ВПП командир внезапно предпринял попытку уйти на второй круг. МД-83 в Лагосе. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 3 июня 2012 года. Авиалайнер McDonnell Douglas авиакомпании Dana Air выполнял внутренний рейс по маршруту Абуджа-Лагос, но при заходе на посадку рухнул на жилой район. В катастрофе погибли 159 человек, все находившиеся на борту самолета 153 человека, 147 пассажиров и 6 членов экипажа, и 6 человек на земле. После катастрофы в район падения самолета бросились мародеры. Были разграблены не только пострадавшие здания и багаж пассажиров разбившегося самолета, но и уцелевшие дома местных жителей. В результате паники к месту трагедии долгое время не могли пробиться машины пожарной охраны и кареты скорой помощи. В итоге в район катастрофы были стянуты усиленные подразделения полиции, которые под утро с помощью дубинок восстановили порядок и оцепили место падения лайнера. Рейс 370, Malaysia Airlines. Плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур, Малайзия, Пекин, Китай, выполнявшийся 8 марта 2014 года авиалайнером Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек, 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Хотя их судьба остается неизвестной, все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате несчастного случая. Следственными органами не было установлено обстоятельств и причин происшествия. А-320 под Динь-Лебеном. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 24 марта 2015 года между городами Динь-Лебен и Барселонет, Франция. Авиалайнер Airbus авиакомпании Germanwings выполнял пассажирский рейс по маршруту Барселона-Дюссельдорф, а на его борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Через 30 минут после взлета самолет внезапно перешел в быстрое снижение и еще через 10 минут столкнулся в горный склон в Прованских Альпах и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли. Окончательный отчет расследования был опубликован 13 марта 2016 года. Причиной катастрофы оказался второй пилот Андреа Солубица, который страдал от постоянной депрессии, заблокировал себя в кабине пилотов и умышленно направил самолет на горы. В связи с этим следователи рекомендуют, чтобы мировые органы авиации установили новые правила для регулярной проверки пилотов, которые, в частности, требуют от медиков тут же сообщать, если психическое здоровье пилота может поставить общественную безопасность под угрозу. Рейс 9268 компании Metrojet. Самолет был международным чартерным пассажирским рейсом, выполняемым российской авиакомпанией «Когалым-Авиа» 31 октября 2015 года. В 6 часов 13 минут самолет Airbus, выполнявший рейс, взорвался над северной частью Синайского полуострова после вылета из международного аэропорта Шарм-эль-Шейх, Египет, по пути в аэропорт Пулково, Санкт-Петербург, Россия. Все находившиеся на борту 224 пассажира и члены экипажа погибли. Причиной крушения, скорее всего, стало бортовое взрывное устройство, как заключили российские следователи. Катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой.
Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 10 марта 2019 года. Авиалайнер Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines совершал плановый рейс по маршруту Аддис-Абеба-Найроби, но через 7 минут после взлета рухнул на землю около Дебре-Зейт, Аромия. Погибли все находившиеся на его борту 157 человек, 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Катастрофа рейса 302 остается крупнейшей в истории Эфиопии и авиации страны, входя в 100-й год крупнейших катастроф в истории авиации. Был опубликован предварительный отчет расследования, но само расследование продолжается. Эти авиакатастрофы привели к различным улучшениям в области авиационной безопасности и правил, включая повышение квалификации пилотов, улучшение конструкции самолетов, более строгие процедуры технического обслуживания, улучшение систем управления воздушным движением, а также повышенное внимание к проверкам психического здоровья и мерам безопасности. Авиационная отрасль постоянно учится на этих трагических происшествиях, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем и обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.